Итак, вы стоите рядом с мотоциклом. Компания BMW строго запрещает это делать из соображений безопасности. Это говорит о том, что где-то в передней подвеске имеется люфт. То есть, можно сказать, передняя подвеска в сборе выносится вперед. Что если раскрутил, значит замени узел на новый. Если руки у вас растут из, так скажем, плеч, а вы что думали? Механики работают и деньги за это берут? Нет, комментаторы абсолютно правы, что механики берут деньги совершенно ни за что. Друзья, всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И мне хотелось бы продолжить цикл полезных видео для владельцев BMW K1600 GT и K1600 GTL. И сегодня мы поговорим о наболевшем вопросе. Этот вопрос я слышу очень часто. Он касается подвески, а именно шаровых опор. Сегодня я вкратце покажу вам, как выглядит процесс их замены, какой специнструмент для этого нужен, а главное, расскажу, как диагностировать проблему и понять, что вам эта замена необходима. Перед нами сейчас мотоцикл с пробегом 93 тысячи километров. Он уже достаточно не молод, и на нем требуется замена шаровых опор. Я хочу на его примере показать диагностику. Диагностику на самом деле можно показывать на примере любого такого мотоцикла, потому что на видео все равно видно, скорее всего, ничего не будет. Но все же я попробую вам объяснить, как это вы сможете сделать, в том числе при осмотре мотоцикла перед покупкой. Итак, вы стоите рядом с мотоциклом. Мотоцикл установлен на центральную подножку. И далее вы беретесь двумя руками за переднее колесо и пытаетесь его как бы покатать туда-сюда. С усилием, с достаточно приличным. То есть я делаю движения, которые как бы перемещают колесо. И при попытке приложить усилия, обратите внимание, у меня мотоцикл на подвеске даже гуляет, за счет того, что усилие довольно приличное, я чувствую прямо в колесо отдающийся такой тык-тык, тык-тык, тык-тык. Это говорит о том, что где-то в передней подвеске имеется люфт. Далее, когда вы поняли, что этот люфт присутствует, мы можем положить руку на нижнюю или на верхнюю шаровую, прямо на пыльник, чтобы наш палец чувствовал и металл внизу, и металл вверху. То есть место соединения, чтобы мы чувствовали четко. И далее таким вот образом мы проверяем, прощупываем, в какой из шаровых у нас люфт. Когда люфт в одной из шаровых сильный, нам будет казаться, что он есть в двух. По факту бывает, что и две люфтят, конечно же, сразу. На практике, если мы туда лезем, то менять их надо парой. Способ диагностики, который я сейчас показал, самый простой. Для него не надо ничего разбирать, и это очень легко сделать. Однако, если у нас самая-самая начальная стадия люфта, то часто определить ее получится только поддомкратив переднюю часть мотоцикла, сняв переднее колесо и пошатав вилку. Так у нас люфты будут чувствоваться более явно и более четко. Итак, вы нащупали люфт в шаровых. Во-первых, проблема шаровых никак напрямую не зависит от пробега. Есть варианты, что может не повезти уже на 20-30 тысячах, есть варианты, что они могут проехать 90-100. Если вы люфт нащупали, то лучше не испытывать судьбу и шаровые все-таки менять сразу, потому что любой люфт в подвеске – это, соответственно, люфт между передним и задним колесом, который будет напрямую отражаться на управляемости. А на таком тяжелом мотоцикле у нас управляемость должна быть хорошей, мало ли что. Следующий пункт, волнующий многих, это возможность поставить неоригинальные шаровые. Существуют шаровые некой фирмы Frap, по-моему, она называется, продаются они на eBay, возможно, кто-то ими торгует и в России. Честно вам скажу, не вижу смысла в такой экономии. Шаровые опоры меняются не так часто. В подавляющем большинстве случаев, если один владелец поменяет шаровые на мотоцикле один раз,
то это более чем. То есть многие вообще никогда не сталкиваются с этой проблемой. Соответственно, я не вижу проблемы чуть-чуть переплатить, поставить оригинал и не ставить подобные эксперименты. Я не оригинальные шаровые никогда не ставил, и никому из своих клиентов я по собственной воле этого делать не рекомендую. Если по какой-то причине меня просят их установить, конечно же, я их установлю, но это уже будет на совести человека, который попросил. Я лично могу быть уверен в том, что оригинальные шаровые ходят определенный пробег, соответствуют определенным требованиям безопасности, и более на эту тему дискутировать не горю желанием. Допустим, мы диагностировали проблему. Как же меняются шаровые? С виду все выглядит очень сложно, особенно когда раньше этого никогда не делал. В двух словах замена шаровых выглядит следующим образом. Сначала разбирается весь боковой пластик с двух сторон, снимается вся обшивка топливного бака, снимается корпус воздушного фильтра, снимается топливный бак. Далее отстегивается радиатор от креплений, можно его демонтировать целиком, можно его просто подснять с креплений, не сливая охлаждающую жидкость. Снимается переднее колесо, переднее крыло, откручиваются крепления рычагов, крепления амортизатора и передняя вилка вместе с шаровыми и двумя рычагами, то есть можно сказать передняя подвеска в сборе, выносится вперед. Тяга рулевого механизма также откручивается от вилки. Ее еще называют ножницами рулевого механизма. И очень важно знать, что ножницы рулевого механизма запрещается разбирать на две половинки. В месте, где посередине у них так называемый плавающий сайлентблок установлен. Компания BMW строго запрещает это делать из соображений безопасности. Поэтому момента затяжки этого болта вы не найдете ни в одном мануале. Предполагается, что если раскрутил, значит замени узел на новый. И в принципе правильно делают. Итак, я махнул волшебной палочкой, и буквально за пару секунд мотоцикл разобрался вот до такого состояния. А вы что думали? Механики работают и деньги за это берут? Нет, комментаторы абсолютно правы, что механики берут деньги совершенно ни за что, а на самом деле применяют какие-то лайфхаки, чтобы ничего не делать. Осталось всего лишь открутить ось одну снизу, крепление рычага, покрутить все регулировочные болты и открутить цапфы крепления верхнего рычага. После чего вся подвеска вместе с двумя рычагами у нас демонтируется и вынется вниз. Мы радиатор сняли полностью, хотя этого можно не делать, но нам все равно это придется делать, потому что мы его будем мыть, и так будет несколько удобнее. Если антифриз не сливать, то радиатор можно отстегнуть с креплений, и тогда подвеска тоже пройдет. Итак, приступим. Так, контргайка раз. Комментаторы на ютубе любят писать типа: а чё суппорта не подвешены? Прям как будто они весят килограмм по 40 каждый, и прям шланги оторвутся. Так, что скажешь с блоком? Снял. Отлично, там под блоком ось, и на ней гайка. Вот, и надо эту гайку прям откручивать. Держать ничего не надо для этого. Теперь контргайку там надо ослабить. Как это все снимается, я помню. А как это все ставится и правильно регулируется, надо прям по ходу пьесы смотреть в РСД. Да, это все регулировки. Смотри, нужен шестигранник, по-моему, 12 миллиметров. Значит, первая, это вот эта вот регулировка, она у нас пошла, супер. Дальше вот эта ось у нас тоже пошла, это супер. Так, и, значит, с той стороны нам нужно сорвать. Там момент затяжки большой. Значит, сейчас я этим большим. Да, тут серьезно. Сейчас, если не пойдет, то придется греть. Пошло дело. Так, знаешь, что я забыл? Это довольно важно. Видишь датчик? Это
Датчик, по сути, автомобильный. Значит, надо его обязательно открутить. Проще всего это сделать вот тут. Тут нужно 2 ключа, по-моему, на 10. Потому что эта тяга там наверху прикручена к рычагу. И если мы начнем снимать, то это будет очень популярная ошибка, да. Там просто тяги эти все пластиковые. Верхнюю цапфу я выкручиваю, рычаг придерживаю. Но он никуда не денется. Короче, у нас основное, что сейчас все это фиксирует, это амортизатор. Вот, смотри, фигак. И задышала. И дальше у нас нижняя ось. Я ее начинаю крутить. Хватаем разбол. Хватаем ось. Все вытащено уже. Дальше. Тихонько это все вынимаем. Так, значит, смотри, вынимаем сначала провод. Теперь фигак аморт. Оп. И все. Подвеска у нас в руках. То есть провод проходит через вот это отверстие и через вот это отверстие. Надо сразу его протаскивать вместе с амортом. Соответственно, когда у нас это все разобрано, мы еще должны проверить вот эти подшипники. Тут они вроде как даже в порядке. Да, все живые. А я знаю людей, которые на сотки меняли, у них там все сгнивало к чертям собачьим. Ну и вот, собственно, вся наша подвеска. Дальше мы ее, вот эту ось колеса откручиваем, прикручиваем нашу, которую не жалко, что называется, и за нее фиксируем в тисках. Первое, что нам надо сделать, это открутить, соответственно, сами рычаги от шаровых. Гайки по-хорошему одноразовые, и мы их каждый раз меняем. Они имеют нанесенный на них фиксатор и, соответственно, откручиваются нормально после нагрева. Так. Один рычаг у нас демонтирован. Шаровая очень-очень прям слабенькая. Дальше эту конструкцию можно перевернуть и работать уже со вторым рычагом. Так, пошло. Теперь также греем. Этот рычаг тоже вынимаем в сторону. Для откручивания и закручивания шаровых мы сделали 2 таких незамысловатых спецключа из подходящих головок на 50 и 55. Далее нам необходимо взять строительный фен и, прогревая очень хорошо посадочные места, примерно до 100 градусов, соответственно, шаровые эти выкрутить. Они сидят примерно на таком же лютом фиксаторе, как гайки. Соответственно, долго и упорно греем феном, потому что стараемся беречь здесь лакокрасочное покрытие. Так, не переставай греть. Потому что она может начать замерзать. И температура должна быть нормальная, иначе можно впороть резьбу. О, легче пошла. Да, прогрев очень важен. Без него прям можно только все сломать. Одна шаровая снята. Такая вот капролоновая или второпластовая, не помню, уже втулочка. Я на ней резьбу нарезал. Она вот так закручивается. Сейчас. Да, просто удлинитель. Очень удобно.
как направляющая работает и гарантированно ничего не испортишь. Ну, по крайней мере, да, не залижешь. И, по-моему, даже все это дело тоже должно сюда Смотри-ка. Как бы сейчас сказал один известный блогер, как слива в жопу. Зовут его Дима Бербрайер. Я очень много чему по токарке у него научился. Он раньше очень много у себя на канале показывал. Но потом он стал заниматься какой-то другой темой, и мне стало неинтересно его смотреть, к сожалению. Вот это вот инструмент. Да. Более подходящий для таких вещей. Да, пошло дело. Смотри-ка. Да. Скрипит, но лезет. Супер. Шаровые сняты. Следующая задача — это качественно вычистить обе резьбы и, соответственно, подождать, когда это все дело остынет. Чем чистим? Ну, во-первых, вот эти щетки можно использовать наши, которыми мы чистим суппорта. Во-вторых, я вот так вот прочищаю просто метчиком с таким же шагом. Фиксатор. Ну, это просто обычный этот. Просто любой метчик, шаг полтора. Очень неплохо фиксатор оттуда вычищается. Ну и потом щеточкой пройтись. Ну вот, черт знает. Вот как ты думаешь, вот сколько должна стоить такая работа? Вот замена шаровых, блядь. Ой, да хуя ее. А если бы я знал, я хуй бы полез бы, блядь. Нахуй, блядь. Пол мотоцикла. Ну и сколько это в среднем? Ну, вот так берут. А вот, наверное, от 20, от 15? Я 20 тысяч объявил. Ну, нормально. В прошлом году брал 15. Ну, вот просто я не понимаю, но объем работ реально тянет на эти деньги. Так. Я даже больше скажу, я уверен, что есть сервисы, которые легко возьмут за это 30 и даже не икнут. Итак, берем новые шаровые, закручиваем их. Обе шаровые затягиваются с моментом 260 ньютонов, и его достаточно важно соблюдать. На мотоциклах типа К1200 ЛТ мне попадались шаровые, которые затягивали неправильно, и они после этого откручивались. Осталось прикрутить на место рычаги с использованием новых гаек. Также ничего особенного, просто затягиваем их с необходимым моментом. Я еще сейчас схожу, посмотрю мануал. Кажется, он 120 или 130 ньютонов. Такой вот у нас получился немножко сумбурный видосик, потому что вокруг очень много движа, все уже готовятся к сезону, все уже хотят купить какие-нибудь запчасти, обслужить мотоциклы, постоянно звонит телефон. Вступление к этому видео я записывал вообще еще практически неделю назад, пока там все с запчастями нюансы, пока одно, другое. На этом мотоцикле мы также будем менять цепь ГРМ комплектом и полезем под клапанную крышку мы, скорее всего, вот прям в таком состоянии.
пока подвески нет, потому что так немножко удобнее. Также здесь были жалобы владельца на то, что мотоцикл греется, мы помоем радиатор, заменим свечи. В общем, здесь очень много разных работ. Здесь делается профилактика кардана. Я думаю, что вы заметили, что колес у этого мотоцикла нету. Их в данный момент забрал владелец. Что-то он там делает с наклейками. В общем, пускай делает. Нам колеса сейчас пока в ближайшее время не нужны. В общем, такая вот примерная история, и примерно так выглядит замена шаровых опор, потому что мне задавали постоянно вопросы на эту тему, не совсем понятно было многим людям, как это диагностируется и что вообще из себя представляет процедура замены шаровых. Если кому-то очень хочется сэкономить, то в принципе какого-то глобального специального инструмента для того, чтобы демонтировать переднюю подвеску с мотоцикла, не требуется. Там есть определенные нюансы, прописанные в РСД по ее установке. То есть там верхняя цапфа затягивается с одной стороны с приличным моментом, что-то там чуть ли не 200 ньютонов. Вторая затягивается с моментом небольшим, это именно регулировочная цапфа. Дальше она фиксируется, затягивается контргайка. И похожим образом ставится ось нижнего рычага. Но чего-то сверхъестественного там нет. Если руки у вас растут из, так скажем, плеч, то в принципе сделать это возможно. Но вот заменить шаровые на вилке снятой необходимо по-любому как минимум иметь специнструмент для установки каждой шаровой. Необходимо как-то фиксировать вилку. Сейчас хейтеры скажут, что я все делаю неправильно. Ну вот посмотрим, как вы сделаете лучше. Пока исходя из того, что к нам приезжает после различных мастеров, которые особенно не специализируются на этих вещах, а сделали это первый раз, ну, как бы я бы воздержался от комментариев. В общем, надеюсь, что вам было интересно и полезно. Не забудьте поставить лайк этому видео, написать комментарий. С вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Готовьте мотоциклы к сезону заранее, и они ответят вам беспроблемной эксплуатации. Всем пока!